Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о двух смартфонах. Это Poco F5 и Poco X5 от бренда Poco, либо по-другому от Xiaomi. Ну, вы и сами все знаете. Но не об этом самый главный рассказ, а о том, что все с ума сошли по поводу четвертого эшелона. И в цвете последних событий я просто хочу отметить, что на эти штуки ценники тоже всегда адекватны. Здесь тоже 120 Гц, здесь вылизанная оболочка. Они, во всяком случае, F5 классно снимает. У X5 довольно много стабильности, в них удобно играть, потреблять контент, у них есть мини-джек, у них классные экраны, яркие, у одного яркость 1000 нит пиковая, у другого 1200 нит, один вообще больше 1 000 000 баллов в Antutu выбивает, и их легко приобрести где угодно, на них стабильна распродажа. Poco — это тот бренд, в котором не бывает китайских версий смартфонов, здесь у нас всегда есть Google сервисы. Всегда помимо Google сервисов здесь оболочка у нас обновляется несколько лет, и претензий к ним бывает по минимуму. Основная претензия — это между распродаж, они могут стоить дорого, но в распродаже они обычно стоят дешево. Если говорить об этих смартфонах, здесь у нас и инфракрасный порт есть, и Type-C-шники, разумеется. В один из них, конкретно X5, можно еще и карты памяти запихивать. То есть, по большому счету, это отличные средники бренда, и о них я вам сегодня расскажу, покажу сравнение видео. Фото не будет сравнения, потому что мы понимаем, что это два смартфона абсолютно разных классов. Этот можно называть субфлагманом, этот можно называть средняком, и тот, и другой себя уже отлично зарекомендовали. В форумах много кастомных прошивок, решений каких-то вопросов, проблем, апгрейдов камеры и всего остального. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Сейчас как раз идет сейл на Али, и там много всего полезного. Смартфон Poco F5 весит меньше, чем X5 на 8 граммов, а именно 181 грамм. Габариты F5 161 на 75 на 8 миллиметров, а X5 165 на 76 на 8 мм. Корпус у обоих моделей выполнен из пластика. Благо F5 я уже уронил без чехла, и вы можете наблюдать в подсъеме, что с ним произошло. Но главное, не разбился. Poco F5 можно приобрести в черной, белой и синей расцветке, а X5 в черной, синей и зеленой. Внешне мне больше импонирует, разумеется, F5, но тут уже дело предпочтений. Кому-то реально X5 больше нравится. В использовании F5 также удобнее. К слову, комплектный чехол есть у F5 и у X5, как и защитная пленка на экране. Оба смартфона имеют водонепроницаемость класса IP53, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм и EK-порт. А вот по звуку X5 проигрывает, так как у него монозвук, при том, что F5 оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos и имеет не только готовые предустановки звука, как у X5, но и кастомный эквалайзер. Список поддерживаемых аудиокодеков в принципе одинаковый. Если сравнивать вибромотор, они тоже практически одинаковые, у F5 может быть чуть-чуть лучше. Плюс настраивать можно более точечно. Диагональ дисплеев одинаковая на 6,67 дюйма, как и разрешение 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Но экран у X5 конкретно так желтит. Во всяком случае в моей модели. Poco F5 оснащен Flow AMOLED дисплеем, а X5 AMOLED DOT дисплеем. Экраны имеют одинаковую плотность пикселей в 395 ppi, наличие мультитача, неполноценного all-дисплея, частоту обновления экрана до 120 Гц, но автоматический режим отдельным пунктом есть только у F5. Вроде все одинаковое, но не все, правда? Экраны плоские, рамки, как и подбородок, куда меньше у F5, да и выглядит он куда солиднее и дороже. Цветовой охват 100% DCI-P3 поддерживают оба смартфона, но вот контрастность слегка разная. 5 миллионов к одному у F5 и у X5 4,5 миллиона к одному. Ко всему, F5 имеет поддержку HDR10+, Dolby Vision, адаптивный режим HDR, сертификацию SGS, Low Blue Light EX и шим затемнения до 1920 Гц. Показатели шима лучше у F5, так как у X5 шим поднимается до 40%. Но опять же в пике. Постоянно он так не выдает, как в Samsung. Яркость у F5 500 нит, максимальная пиковая 1000 нит. При том, что у X5 яркость 700 нит, а пиковая 1200 нит. Но, несмотря на это, у F5 экран слегка ярче в максималке получился по тесту. Далее, разблокировать смартфоны можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопки блокировки распознавания лиц, и стандартными способами
разблокировки. Так как оболочка одна, у того и у другого смартфона настройки в целом одинаковые. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, что стандартно для Xiaomi. Можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лица срабатывает неплохо, даже под небольшим углом. Зарегистрировать можно до 2 лиц. Летим дальше. Poco F5 имеет более новый процессор. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра. 8 ядрами и максимальная частота у него 2,9 ГГц. А у X5 Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров, 8 ядрами и максимальной тактовой частотой в 2,2 ГГц. Ощущаете, какие разницы в циферках? Графика у F5 Adreno 725, новый обвес, а у X5 Adreno 619, старый обвес. Интерфейс, разумеется, MIUI 14 на базе Android 13 версии у обоих смартов, но прошивки, как вы видите, разные. F5 оснащен оперативной памятью LPDDR5 на 8 или 12 гигабайт, внутренней памятью UFS 3.1 на 256 гигабайт, ну и X5 имеет оперативная память, здесь стоит LPDDR4X, ниже по классу, на 6 или 8 гигабайт, а внутренняя память тоже ниже по классу, UFS 2.2 на 128 и 256 гигабайт. Плюс за то, что в X5 можно расширить память, вставив microSD до 1 терабайта, так как он имеет гибридный слот, а у F5 слот по 2 нано-сим-карты, места под карту памяти нет. F5 поддерживает Wi-Fi 6E серии, Dual 5G, 4G сети и ниже. X5 имеет Wi-Fi 5 серии, 7 и 20 бенд в обоих смартфонах в наличии, NFC-модули можно оплачивать МИР-ПМ свободно. Местоположение лучше ловит F5, но при этом стандартно 3 метра оба смартфона не выдавали. Напоминаю, что Poco бывает только в глобальной версии. Если вы покупаете этот аппарат, можно не думать по поводу того, есть у вас русский язык или нет, он будет. Все бенды будут и Google сервисы будут вместе с Play Market. Связь смартфона ловят хорошо, Bluetooth версии 5.1 установлен в X5, а в версии 5.3 в F5, совсем новенький. X5 и F5 имеют аккумуляторы на 5000 мАч, но F5 поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, а X5 на 33 Вт. Скорость загрузки игр лучше у F5. По автономности вы видите на экране, что выдавал PC-Mark на одном и втором устройстве. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест при 60 минутах на 100 потоках стабильно проходит Poco X5 с результатом 196 гипсов минимально, максимально 224 и в среднем 218 гипсов, а F5 выдал 231 гипс минимально, максимально 387 гипсов и в среднем 285 гипсов. Результаты тестов в 3D Mark вы можете наблюдать на экране. Конечно, F5 показал себя лучше, что неудивительно. F5 в Antutu выдал аж 1 116 000 попугаев, X5 минимально допустимые 446 000. С другой стороны, минимально допустимые. Смотрим на третий эшелон за эти же деньги и тихо плачем. Но он потратил на 2% меньше заряда X5, чем F5. X5 в Storage-тесте показал 34 000, F5 отличный 74 904 балла. 45-минутный стресс-тест прошли оба смартфона, по мне, нерадужно. Могли бы лучше допилить прошивку. Оба смарта оснащены блоком камер с 3 сенсорами и LED-вспышкой. F5 имеет основной сенсор на 64 мегапикселя с оптостабом, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе в верхней части экрана по центру. Запись фронтального сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 60 FPS. X5 имеет основной сенсор на 48 мегапикселей, также сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 118 градусов. И, конечно же, макросенсор на 2 мегапикселя. Запись основного сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 30 FPS. Фронталка на 13 мегапикселей с максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. Фронтальные сенсоры по видеосъемке практически одинаковые, а у F5 только есть 60 FPS. А также слегка лучше детализация, но при том тон картинки с уклоном в желтый цвет. Мне X5 больше понравился. Основные сенсоры имеют колоссальную разницу. Я считаю, что ее заметно даже невооруженным взглядом, но при этом другого и не стоило ожидать. Сравнение смартфонов по камерам вы сейчас увидите. Фотографии вы увидите мельком. Почему? Потому что слишком большая разница в фото. Исходники у меня в телеграм-канале личном. Подписывайтесь, не забудьте. Там много всего полезного. 1080p 30 FPS у одного смартфона и у другого 4К 30 FPS. Не факт, что вы видите разницу, хотя, скорее всего, вы ее увидите. Сейчас я буквально минуту сниму для того, чтобы вы поняли, как при максимально ярком солнце даже супер дешевый смартфон может снимать относительно довольно дорогого смартфона. Напоминаю, что вы это видите две картинки, и для вас что то, что другое не в 4К, а в 1080p вполне возможно, вам хватит 1080p. Но в целом, стоит ли переплачивать, особенно для людей, которые не пользуются видеосъемкой, ну, вопрос довольно открытый, как вы понимаете, да?
Потому что переплата такая довольно приличная. С одной стороны. С другой стороны, ну вот так вы сможете снимать всякие модельки в парке. Ну и фронталка. У Poco F5 фронталка 1080p 60 fps может снимать. У Poco X5 она может снимать максимум в 1080p 30 fps. Притом, как я вижу, F5 справляется хуже, что странно. Хотя это все смотря как смотреть. Во всяком случае, по плавности, разумеется, F5 лучше. Ну вы поняли, что то, что другое. Xiaomi вообще не важно на фронталку. Мне кажется, можно Xiaomi 13 Ultra брать и плюс-минус то же самое получится, как в смарте за 10 тысяч. Так, у одного смарта 4К 30 FPS, у другого смарта 1080p 30 FPS. И вот такая разница в съемке. К слову, один из них слегка выигрывает с освещением. И вы даже видите, какой. Ну вот так ночью вы сможете снимать. Стаб тоже видите, какой он. По цветам тоже плюс-минус одинаково. Если говорить о фронталке, то вот так. Один будет отрабатывать и второй. Оба не идеальные, но один совсем печальный, а второй не совсем. Так, одно из самых стандартных мест это 4К 30 FPS у одного, 1080p 30 FPS у второго. И я прекрасно понимаю, что это только испортит SEO моему ролику. Ну вот так вы сможете наблюдать то, что вы запишете. Абсолютно бесполезная чаще всего информация подобная. Но вы должны знать. Плюс, разумеется, совсем немного фронталки. На одном из них на смартфоне самом выглядит неплохо. Но я понимаю, что это только на смартфоне. И еще фронталки. Много фронталки. По мне, кстати, камера, ну да, одна вообще не смотрибельная, а вторая за 30 тысяч. Там так близко пиксели, да, у которых есть свои недостатки. К этим Poco F5. Pixel 7a, Pixel 6a. А там камеры совсем другие. Ну вы поняли. Ну что, еще 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Знаете, я не собираюсь сравнивать 1080p 30 FPS в большом количестве с таким же разрешением. Почему? Потому что, ну, это нечестно. У F5 круче все, и по этой причине нужно выставлять максимальное разрешение. Хотя со стабом я бы не сказал, что у него все волшебно, но лучше, чем у M-ки. А о чем я особенно хотел сказать, скорее всего, я буду Infinix Note 30 VIP, который я покупал, сравнивать не с какими-то топовыми аппаратами, даже, может быть, не с F5, а с Poco F3. Напишите, кстати, как вам такая идея, лучше с F5 или с F3. Вот так все будет видно при рассеянном свете. Еще немного фронталки, просто до безумия много примеров, пусть и коротких, как мне пишут в перемотке, такое смотреть невозможно. С другой стороны, люди, которые смотрят в ролике не в перемотке, пишут, зачем такие длинные отрезки, делай их покороче. Вот вам покороче отрезок на фронталочку с очками. Позади все печально. Ну и ладно, главное себя видно, правда? Снимаем. Продолжаем, эскалатор двигается, я стою на месте. Еще немного примеров. Вводиться в движение. И видите, как со светом работают оба смарта. И как они работают с облаками, кстати. Немаловажный факт. Не очень хорошо, но и не очень плохо. Ох, эти Poco. Хотя там вообще ничего не видно. То есть свет такой противный, что я туда смотреть могу только в очках. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео на оба смартфона. Сейчас идет сейл, и я думаю, что они будут стоить адекватно, потому что Poco надо скидывать остатки, а скоро у них будет, мне кажется, M6 Pro, который они недавно анонсировали. Значит, остатки, как говорится, сладкие. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Вот смотрите, у вас есть 20 тысяч рублей или 30 тысяч рублей. Если вы спросите у меня,
что вам купить, с защитой от влаги я вам скажу только Pixel и Samsung. Во всех остальных случаях вот это А-эшелон. То есть это 20, это 30, плюс-минус. Может быть этот дешевле значительно, при том этот может быть дешевле, но незначительно. Все остальное стоить будет дороже при том же железе и том же программном обеспечении. Если говорить о программном обеспечении не от А-брендов, то, еще раз повторяюсь, я бы на вашем месте подумал 300 тысяч раз. У меня на третий эшелон много тоже будет обзоров. Вот эти штуки нужно покупать только в сейлы. Это однозначно. Poco продается уже очень давно. Недавно на лайв-канале я выгрузил, кстати, обзор на Poco F3, новенький, игровой, может быть, обновлю его. Если говорить про какие-то мощности, я не скажу, что производители уперлись в эти мощности. Люди выбивают уже у покафонов и по 1,5 миллиона баллов в других моделях. Но нужно ли это? Это вопрос. Да, здесь нет 4К 60 FPS у этого смарта, с одной стороны. С другой стороны, яркости хватает обоим смартфонам. Этот выглядит еще и реально премиально. Хотя у каждого может быть свой подход. И кто-то реально, как и я, носит смартфоны без чехла. Да, здесь нет металлической рамки, здесь есть какие-то минусы. Но для меня основные плюсы здесь это стабильная оболочка, наличие мини-джека, разумеется, Type-C-шники, довольно быстрая зарядка, хорошая показатели автономности, отличная яркость, и в целом эти штуки можно всегда пощупать у дома, а потом приобрести там, где выгоднее. Плюс просто безумная комьюнити, то есть количество людей, которые покупают подобное устройство, оно зашкаливает, и вы об этом и так прекрасно знаете. От меня девайсом, разумеется, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.